США все-таки снова шатдаун, второй за 3 месяца. Ненадолго, только на выходные, но Трамп поставил новый рекорд государственного управления. Расскажем, как так получилось. В Иране должно сейчас все сжиматься и пульсировать. Кажется, Трамп поставил последние условия и даже лично обозначил сроки ультиматума. В Соединенных Штатах начались аресты журналистов, которые критиковали рейды миграционной службы и лично Дональда Трампа. Сенсационное решение суда. В Америке сняли обвинение с Луиджи Манджони, подозреваемого в убийстве главы крупнейшей компании медицинского страхования. ООН на грани банкротства, страны забыли или забили внести членские взносы. Больше нет мамы Кевина. Скончалась Кэтрин Охара, сыгравшая вторую главную роль в легендарном «Один дома». А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Америке все-таки частичный шатдаун. Сенат США после многочасовой задержки попытался проголосовать за статьи расходов. Но голосов оказалось недостаточно. Палата представителей разъехалась по округам и не вернется к рассмотрению документа раньше понедельника. А значит, уже с 1 минуты первого ночи по восточному времени федеральные ведомства формально остаются без финансирования. Впрочем, шатдаун, скорее всего, будет коротким. Обе партии стараются не повторять сценарий прошлой осени, когда спор о здравоохранении парализовал работу правительства на рекордные 43 дня и обошелся экономике в миллиарды долларов. Нынешний конфликт вокруг миграционной политики. Сенатор, республиканец Линдси Грэм до последнего блокировал голосование, требуя вернуть поправку, позволяющую политикам судиться с государством за изъятие их телефонных данных после расследования штурма Капитолия. Демократы со своей стороны угрожали заморозить финансирование из-за действий иммиграционных агентов в Миннеаполисе и требуют жестких ограничений для ДХС. В итоге деньги есть, решение есть, а правительства на выходные все равно не будет. С началом сессии Сената законодатели работают над соглашением о финансировании правительства и над крайне необходимыми мерами, чтобы обуздать злоупотребление со стороны ICE. Если республиканцы действительно серьезно относятся к вполне разумным требованиям, которые выдвигают демократы в отношении ICE, то нет никаких причин, почему мы не можем очень быстро объединиться и принять соответствующее законодательство. Реформа ICE? Я за. Но если вы не готовы заняться первопричинами проблемы, значит, вы не настроены решать ее всерьез. Я не сниму свою блокировку этого законопроекта, пока мне не гарантируют голосование по моей инициативе, которая криминализирует соответствующее поведение в будущем. О каком поведении я говорю? Открытое игнорирование федерального закона со стороны властей, штатов и городов. Закона, который существует десятилетиями. Это поощряет нелегальную иммиграцию, ведет к массовым тратам денег налогоплательщиков и разрушению правопорядка. В конечном счете, если правительство уйдет в шатдаун, я уже не раз говорил, единственный способ признать проблему и исправить ее — это сначала признать, что она существует. Если мы сегодня допустим остановку работы правительства, значит, мы сами создали проблему и сами должны ее решать. Лидер большинства, сенатор Тюн, проделал выдающуюся работу. Он хочет вынести этот вопрос на голосование. Он хочет избежать шатдауна. Президент Трамп тоже хочет избежать шатдауна. Но Линдси Грэм прав. У одного сенатора может быть огромная власть. Если пользоваться ею взвешенно, можно добиться результата и реально что-то изменить. А если действовать на эмоциях, можно просто сделать жест, который через месяц не вспомнит ни один человек. Президент Дональд Трамп заявил, что Иран хочет достичь соглашения, чтобы избежать военных действий со стороны США, несмотря на то, что Тегеран настаивает. Его ракетные и оборонные системы никогда не будут предметом переговоров. У нас сейчас в сторону Ирана движется большая армада, флотилия, называйте как хотите. Даже больше, чем та, что у нас была в ситуации с Венесуэлой. И она все еще находится у берегов Венесуэлы. Что касается Венесуэлы, руководство там действует очень хорошо. Мы очень довольны и очень-очень хорошо ладим. Вы даете Ирану какой-то дедлайн для заключения сделки, прежде чем... Только они сами это точно знают. Посмотрим, как все это сработает. Знаете, им все равно где-то надо находиться. Так пусть уж лучше находятся рядом с Ираном, но ситуация там тяжелая. И я спас 837 человек, как вы знаете, на прошлой неделе от повешения. Они собирались повесить 837 человек, все уже было готово. И, кстати, я смотрю на людей у меня за спиной.
Они говорят, что гонки гораздо приятнее, чем это. Они собирались повесить 837 человек. И я сказал им, если вы это сделаете, вы заплатите такую цену, какой еще никто никогда не платил. Они отступили. Я это оценил. Но людей все равно убивают. Так что посмотрим, что будет. Я могу сказать одно. Они хотят заключить сделку. Если Иран не пойдет на сделку, ваш план — повторить там то, что вы только что сделали в Венесуэле. Я не хочу этого говорить. Я не хочу обсуждать что-либо, связанное с тем, что я делаю в военном плане. Но у нас там чрезвычайно мощный флот. У нас самые мощные корабли в мире. У нас самые мощные вооруженные силы с большим отрывом в мире. Мы это неоднократно показывали. Я имею в виду, я восстановил армию в свой срок. Если бы я этого не сделал, я думаю, не смог бы сейчас так говорить. В США начались аресты журналистов, освещавших протесты против действий миграционной службы в Миннесоте. Самый известный из задержанных – бывший ведущий телеканала CNN Дон Лемон. Его арестовали в Лос-Анджелесе после того, как Лемон вел репортаж с церемонии вручения премии Грэмми. Я всю свою карьеру посвятил журналистике, и я не собираюсь останавливаться сейчас. Более того, нет более важного момента, чем сейчас. Именно сейчас, для свободных и независимых СМИ, которые говорят правду и привлекают власть к ответственности, я повторю, я не остановлюсь сейчас. Я не остановлюсь никогда. Прошлой ночью Министерство юстиции направило ко мне группу федеральных агентов и арестовало меня посреди ночи за то, чем я занимаюсь уже 30 лет, а именно за освещение новостей. Первая поправка к Конституции США защищает эту работу. Мою и работу бесчисленного количества других журналистов, которые делают то же самое. Я солидарен со всеми ними, и я не позволю себя заставить молчать. Я с нетерпением жду своего дня в суде. Полуофициальные объяснения причин ареста звучат так. Предполагаемое участие Дона Лемона в демонстрации против иммиграционной и таможенной полиции ICE. Протестующие вторглись в местную церковь Cities Church, где, как полагают протестующие, служит пастором сотрудник иммиграционной службы США ICE. Демонстранты прервали службу, протестуя против политики администрации Трампа по иммиграции. Лемон вел прямую трансляцию и интервьюировал участников акции. Это недопустимо. Это позорно прерывать публичное собрание христиан во время богослужения. Но, понимаете, есть люди. Я обязан заботиться о своей пастве. Послушайте, мы живем в стране с Конституцией. Мы здесь, чтобы молиться. Мы здесь. Где первая поправка защищает свободу слова и свободу собраний. Чтобы поклоняться Иисусу, потому что именно в этом надежда этих городов. Надежда всего мира — это Иисус Христос. Я имею в виду, это достойно уважения. Пожалуйста, не толкайте меня. Мы здесь, чтобы поклоняться Иисусу. Именно поэтому мы здесь. Вот ради чего мы собрались. Как вы думаете, Иисус бы понял все это? Мы здесь, чтобы нести любовь Иисуса. Вот и все. Вы пытались с ними поговорить? Я должен заботиться о своей церкви, о своей семье. Поэтому я прошу вот о чем. Вы тоже могли бы уйти отсюда. Вы не хотите, чтобы мы здесь молились? Я всегда молюсь, я христианин. Мы здесь, чтобы молиться. Мы здесь, чтобы молиться. Большое спасибо. Я здесь, чтобы защищать иммигрантов, защищать человечность. Каждый день нарушается Конституция. Поэтому я тут вместе со своими мигрантами. Мы все иммигранты. В этой стране мы все потомки иммигрантов. Мои предки, например, приехали через Эллис-Айленд. Им дали имя, гражданство. Почему сейчас все не так? Почему сегодня это больше не работает? Я только что говорил с одним мужчиной, он сказал, что так действовать нельзя, что если бы я пришел к вам в дом, вы бы вели себя иначе. Он считает, что администрация Байдена впустила много опасных людей, которые совершали преступления, а нынешняя администрация пытается это исправить. Даже если ему не нравятся некоторые методы, это все равно нужно делать. Настоящие преступники всегда сидели в Белом доме, в Конгрессе. А эти люди здесь, чтобы работать. Эти люди делают наше сообщество лучше, делают их сильнее. И мы здесь, чтобы протестовать против действия власти. Все люди в этой церкви живут в комфорте, пока детей отправляют в концлагеря. Так что если мы нарушили их воскресное спокойствие, ой, какая же ж беда. Им нужен отдых. Никто не должен быть в тепле, пока наши мигранты боятся выйти из дома. Чиновники администрации Трампа быстро осудили демонстрацию и обвинили протестующих в запугивании христианских верующих. Какова ваша реакция на ночной арест Дона Лемона? На что реакция? На арест Лемона минувшей ночью. У вас есть реакция на это? Я не знаю, что это значит.
Что вы хотите, чтобы я сделал? Попрыгал? Нет, у меня нет на это реакции. Я этого не знаю. Его обвинение еще не обнародовано. Так что я знаю, что не могу и не буду это комментировать. Спасибо. Министерство юстиции США предъявило Лемону обвинение в заговоре с целью лишить людей их гражданских прав и нарушения федерального закона FACE Act, который запрещает препятствовать доступу к местам богослужения. Юристы отмечают, что закон FACE изначально был принят для защиты доступа к клиникам по репродуктивному здоровью и местам религиозного поклонения для защиты от насилия или препятствий, и подобное применение его к журналистам вызывает недоумение. Видеть, что используют закон FACE, который на самом деле был создан, чтобы позволить женщинам, которые хотели сделать аборт, попасть в клиники, когда радикальные противники абортов блокировали входы. Похоже на настоящую посадку на юридический шпагат в попытке засудить журналиста. Нет сомнений, что было умно с точки зрения правительства нацелиться на двух независимых журналистов. Правда? Независимым журналистам намного сложнее собрать юридическую защиту, защитить себя от таких атак. Они не нацелились на кого-то из Reuters или New York Times, организаций, которые имеют собственные юридические департаменты, адвокатов наготове. Так что, я думаю, это может быть действительно разрушительно для местной журналистики, для независимых журналистов, которые пытаются привлечь правительство к ответственности за его действия. Дон Лемон известен как один из самых жестких публичных критиков Дональда Трампа. Вот что он говорил о нем после первого президентского срока. Если вы голосовали за Трампа, вы голосовали за того, кого поддерживает Ку-Клукс-клан. Вы голосовали за того, кого поддерживают нацисты. Вы голосовали за того человека, которого поддерживают альтернативные правые. Это та публика, в которой вы находитесь. Вы голосовали за того, кто спровоцировал толпу ворваться в Капитолий и потенциально лишить жизни законодателей, убить полицейских, лишить жизни невинных людей, которые там находились в тот день. Легенда Америки 70-х, 80-х, 90-х, нулевых, 10-х и так далее. Джейн Фонда, актриса и политическая активистка, вступилась за Дона Лемона после его ареста. Она организовала митинг в его поддержку. Я знаю Дона Лемона. Мой муж создал CNN, и я буду бороться за их право говорить, которое гарантировано нашей Конституцией. Арестовали не того Дона. Дон Лемон — профессиональный журналист. Он и его продюсер выполняли свою работу. Ни больше, ни меньше. И его арестовали. Они придумают кучу клеветнических вещей про него. Вот что они делают. Так поступают автократы. Мы не можем поддаваться на это. Мы должны говорить. Когда пересекается красная черта, мы не можем молчать. Кроме Дона Лемона, арестовали также независимую журналистку из Миннесоты Джорджию Форд. Она тоже вела прямую трансляцию протеста у церкви в Сент-Поле. Форд арестовали у нее дома. Она заявила, что арест нарушает ее права по первой поправке Конституции США, поскольку она выполняла журналистскую работу, освещая события, а не участвуя в акции. Первая поправка к Конституции США гарантирует фундаментальные свободы: вероисповедания, слова, прессы, собраний и право на петиции. Она запрещает устанавливать государственную религию, как-либо ограничивать свободу слова или печати, а также мирные собрания. Я чувствую, что у меня нет моих прав по первой поправке, как у журналиста, потому что сейчас федеральные агенты стоят у моей двери и арестовывают меня за то, что я снимала протест у церкви несколько недель назад. У меня мало времени, но я хочу, чтобы вы знали. Агенты прямо сейчас у моей двери. Мой адвокат уже с ними говорил. Я отправила родственника поговорить с ними. Они показывают какие-то документы, по-видимому, полученные от большого жюри. Я знала, что нахожусь в списке обвиняемых. Я не публиковала это, потому что дело было под грифом секретности. Мы сделали все возможное, чтобы действовать в соответствии с советами наших адвокатов. Но сейчас я должна отключиться и сдаться агентам как журналист. Я снимала протест у церкви несколько недель назад, и теперь меня арестовывают за это. Трудно понять, как у нас есть конституционные права, если можно просто арестовать за то, что ты журналист. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что после соглашения, инициированного США, ни Россия, ни Украина не наносили ударов по энергетическим объектам. При этом он отметил, что Россия сместила акцент своих атак на логистику, например, железнодорожные узлы. Напомним, США по просьбе президента Дональда Трампа добились временной паузы в ударах по Киеву до 1 февраля из-за сильных морозов. Украина готова соблюдать это соглашение, а Вашингтон продолжает настаивать на дипломатическом пути урегулирования конфликта.
Этот день начался с докладов из регионов. Во всех наших областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики. Почти не было, кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиационными бомбами. Также сейчас наблюдаем. Российская сторона ориентируется на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзалезницы, специальный вагон «Электростанция». Это произошло утром на Днепровщине. Важно, что наши железнодорожники работают и обеспечивают сообщения во всех регионах. Весь день продолжалось обычное движение. Атаки дронами, авиационными бомбами. В Харьковской области был удар баллистической ракетой по складам американской компании Philip Morris. Возник крупный пожар. Были удары по Никополю, по Херсону, по приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наше украинское отношение абсолютно зеркальное. Американская сторона говорила об удержании от ударов по энергетике в течение недели. И с ночи сегодня отсчет начался. Все зависит от партнеров, конечно, от Соединенных Штатов, как это все пройдет. Украина готова зеркально удерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергетическим объектам. Главной угрозой ядерной безопасности в мире назвал войну в Украине генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Гросси. Он рассказал о последних событиях на Запорожской атомной электростанции. В понедельник она была вновь подключена к своей единственной резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт после ремонта повреждений, вызванных боевыми действиями. МАГАТЭ сохраняет свои команды на украинских ядерных объектах на протяжении всей полномасштабной войны России против Украины. Конфликт в Украине приближается к своему 5-му году и по-прежнему представляет собой самую серьезную угрозу ядерной безопасности в мире. Как вам известно, команды МАГАТЭ работают на местах на всех атомных электростанциях, затронутых этим конфликтом. И мы регулярно публикуем обновления о состоянии ядерной безопасности и физической защиты на этих объектах. Что касается Запорожской АЭС, то последняя информация такова. В последние месяцы я вел переговоры совместно с украинской и российской сторонами о заключении 4 отдельных временных соглашений о прекращении огня для проведения 5 отдельных ремонтных работ на линиях электропередачи, подключенных к станции. Самое недавнее. В понедельник, 19 января, Запорожская атомная электростанция в Украине была вновь подключена к своей последней резервной линии электроснабжения после успешного завершения ремонтных работ в рамках последнего временного прекращения огня. Эта резервная линия напряжением 330 киловольт была повреждена и отключена с 2 января, предположительно в результате военной активности. Внешнее электроснабжение атомных электростанций в Украине зависит от ключевых подстанций. Их повреждение подрывает ядерную безопасность и должно быть исключено. Это вытекает из международно согласованных стандартов ядерной безопасности. Мы все, разумеется, крайне обеспокоены продолжающейся войной и здесь, в МАГАТЭ, ее воздействием на ядерную безопасность. С самого начала мы продемонстрировали, что международный институт, такой как МАГАТЭ, может эффективно использоваться для предотвращения эскалации и для обеспечения определенной стабильности и предсказуемости в неизбежно изменчивых условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Сенсационное решение Федерального суда США в Нью-Йорке. С Луиджи Манджони сняли обвинения в убийстве главы медицинской страховой компании United Health Group Брайана Томпсона. Это называют самым громким убийством десятилетия. А теперь Манджони точно не будет приговорен к смертной казни, вопреки ожиданиям прокуратуры и общественному резонансу вокруг дела. Одним решением судья Маргарет Гарнет сняла обвинения в убийстве и незаконном обращении с оружием, нанеся серьезный удар по версии следствия. Гарнет прямо признала, для обычного человека такой вердикт может звучать странно, но суд обязан действовать строго в рамках закона, даже если результат кажется парадоксальным. Ключ к делу в юридической формулировке обвинений. Прокуратура попыталась привязать убийство к статье о преследовании жертвы, считая это насильственным преступлением. Но суд пришел к выводу, преследование не всегда связано с применением силы и потому не может служить основанием для обвинения в убийстве на федеральном уровне. Министерство юстиции, вероятно, предъявило обвинение Манджони только потому, что в Нью-Йорке нет смертной казни, и ее отменили более 20 лет назад. Они пытались подогнать факты этого дела под федеральные законы об убийстве. И здесь просто не было ясного соответствия.
Это было как попытка вставить квадратный колышек в круглое отверстие. К сожалению, для Министерства юстиции это просто еще одно поражение. И хотя они будут подавать апелляцию в второй округ, они потерпели серию поражений в громких делах, таких как Джеймс Коми, Летиция Джеймс. И возникает вопрос, не слишком ли они агрессивны, предъявляя обвинения без достаточной юридической основы? При этом Манджони по-прежнему грозит пожизненное заключение. В случае обвинительного приговора он может провести за решеткой всю жизнь без права на освобождение или обжалование приговора. Федеральная прокуратура пока не решила, будет ли опротестовывать решение судьи. Адвокат Манджони назвала вердикт суда исключительным и призналась, что защита вздохнула с облегчением. Просто хотела поблагодарить суд за это невероятное решение. Я хочу поблагодарить нашу удивительную юридическую команду, которая у нас здесь есть. Они действительно замечательные. Все без исключения. И благодарю всех людей, которые пришли сюда и стоят на холоде, а также тех, кто не смог прийти. Всех сторонников. Мы получаем ваши письма, получаем ваши электронные сообщения и действительно ценим всю вашу поддержку. Так что спасибо всем. Берегите себя на холоде. Напомним, речь идет об одном из самых громких убийств десятилетия. Главы страхового бизнеса United Health Group Брайана Томпсона. Он был застрелен 4 декабря прошлого года у отеля «Хилтон» в центре Манхэттена. Манджони задержали через 5 дней в Пенсильвании. Свою вину он отрицает, а многие американцы считают его своим героем, борющимся против завышенных цен на медицинские услуги. Кубинский флаг развивается рядом с зданием посольства Соединенных Штатов Америки. Эти два государства не раз переживали времена сложных взаимоотношений. Но сейчас происходит один из ключевых вызовов в истории политической и экономической независимости острова от США. Дональд Трамп объявил в Штатах чрезвычайное положение в связи с кубинской угрозой и пригрозил ввести новые пошлины на товары из стран-поставщиков нефти на Кубу. Под лживым и совершенно безосновательным предлогом, распространяемым теми, кто вмешивается в политику и обогащается за счет страданий нашего народа, президент Трамп стремится задушить кубинскую экономику, вводя пошлины на страны, которые суверенно торгуют нефтью с Кубой. Кому адресованы угрозы Трампа за торговлю с Кубой, президент Америки не обозначил. Разве госсекретарь и его приспешники не утверждали, что блокады не существует? Где те, кто утомляет нас своими ложными рассказами о том, что это всего лишь эмбарго на двустороннюю торговлю? Эта новая мера свидетельствует о фашистской, преступной и геноцидной природе клики, которая присвоила интересы американского народа в чисто личных целях. Трамп называет коммунистический остров давним врагом Соединенных Штатов. И в последние дни максимально усилил кампанию давления на остров Свободы. Я считаю это вопиющим злоупотреблением. Я вижу, что это нанесет огромный вред людям, нашей экономике и нашему развитию, которое нам действительно необходимо в сложившейся ситуации. И если они это сделают, это очень сильно ударит по нам, кубинским семьям, всем нам, всем, кто живет здесь, на Кубе. Вскоре после заявления Трампа кубинские государственные СМИ отреагировали на него, предупредив, что указ грозит парализовать выработку электроэнергии, сельскохозяйственное производство, водоснабжение и здравоохранение на острове, уже страдающим от тяжелого экономического кризиса. Среди кубинцев есть и те, кто хотел бы дружбы с Америкой. Я думаю, лучшее, что они могут сделать, это чтобы кубинское правительство закончило переговоры с Дональдом Трампом и пришло к соглашению, потому что страдает именно кубинский народ. Кубинское правительство должно заключить с ним сделку, понимаете? Потому что он хочет, чтобы кубинское правительство изменилось, чтобы все люди из Коммунистической партии Кубы были смещены и заменены другой партией, чтобы кубинцы могли иметь свой голос, чтобы кубинцы могли голосовать за свои права. Вот чего они хотят. Воодушевленный захватом американскими военными свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе смертоносной операции в начале этого месяца, Трамп неоднократно говорил о намерении принять меры против Кубы и оказать давление на ее руководство. Мы оказались в ситуации, когда происходит то же самое, что и при свергнутом президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. Но Куба должна быть сильной, потому что она не позволит никому вторгнуться в страну, но это влияет на нас. Потому что, по крайней мере, в плане нефти и электричества, они отключают электричество где угодно и когда угодно. А что касается детей, молока, еды, мяса, на востоке Кубы, по крайней мере, приходится готовить еду в тот же день, покупать продукты и готовить их, а не ставить в холодильник, потому что они испортятся. Сегодня Куба фактически балансирует на грани гуманитарной катастрофы. По данным властей острова, запасы нефтепродуктов стремительно тают. Топливо осталось максимум на 3 недели. После этого под угрозой окажется все. Электроэнергия, транспорт, сама Куба, водоснабжение и поставки продовольствия.
На острове Свободы все чаще звучит слово «выживание». И если давление со стороны США усилится, а альтернативные каналы поставок нефти не будут найдены в ближайшие недели, Куба войдет в самый тяжелый кризис за последние десятилетия. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил государства-члены, что организация рискует оказаться на грани неотвратимого финансового краха. Он сослался на долги по взносам и правила бюджета, которое заставляет ООН возвращать неиспользованные средства. Причиной проблемы стали в том числе сокращение финансирования со стороны США, крупнейшего донора организации. Вашингтон отказался от обязательных взносов и снизил добровольные платежи, что создает дополнительное давление на глобальный бюджет. Хотя более 150 государств-членов оплатили свои взносы в прошлом году, мы завершили 2025 год с рекордными непогашенными взносами в размере 1 миллиард 560 миллионов долларов, что более чем в 2 раза превышает показатель предыдущего года. Если не будут внесены изменения, может произойти финансовый коллапс организации. Это довольно сильные слова. Люди, которые ведут наши финансы, просто смотрят на цифры. На протяжении многих лет нам приходилось выкручиваться и использовать любые доступные средства, чтобы поддерживать работу организации. Когда наши резервы сократились до такого уровня, наша способность делать это была подорвана, когда речь идет об оплате. Сейчас или никогда. У нас нет таких резервов наличности и такой ликвидности, чтобы функционировать, как в предыдущие годы. И это то, о чем генеральный секретарь предупреждал с каждым годом все настойчивее. А он, напомним, объединяет 193 государства-члена и занимается поддержкой мира, прав человека, экономическим развитием и гуманитарной помощью по всему миру. Сейчас на долю США приходится почти 25% бюджета, на долю Китая – около 20%. Гутерриш не уточнил, кто именно не платит взносы в ООН, но подчеркнул, без срочных решений организация рискует просто обанкротиться и прекратить работу. Умерла Кэтрин О'Хара, актриса, которую знают по «Один дома», как маму Кевина, фильму «Битлджус» и сериалу «Шитс Крик». О'Хара был 71 год. Причиной смерти стала скоротечная болезнь. Дальнейшие подробности не разглашаются. Она стала знаменитой в Голливуде еще в 1980-х. Сначала в канадских комедийных телешоу, и как сценарист, в этом статусе она получила свою первую премию Эмми, а потом раскрылась как актриса в фильмах. Первым был «Битлджус», но настоящую мировую популярность ей принесла роль мамы Кевина в «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли мальчика, которого после семейной ссоры случайно оставили одного. По сюжету фильма Кейт, мама Кевина, понимает, что ее сын не поехал вместе с ними в отпуск, только на борту самолета, и пытается вернуться домой. Маколей Калкин поддерживал с актрисой близкие отношения и в пятницу опубликовал трогательный пост в ее честь. «Мам, я думал, что у нас много времени, но я хотел бы больше. Я хотел бы присесть рядом с тобой. Я слышал тебя, и мне нужно было так много тебе сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже». В середине 2010-х О'Хара снова оказалась в центре внимания благодаря сериалу «Шитс Крик». Она сыграла Мойру Роуз, эксцентричную актрису и жену обанкротившегося миллиардера. Сценарий написали Юджин Леви и его сын, а сериал стал культовым уже после попадания на Netflix. За эту роль Кэтрин получила Эмми и завоевала новую аудиторию по всему миру. Она также работала с Тимом Бёртоном, Сетом Рогеном и появлялась в «Последних из нас», везде оставляя заметный след.